Ну что, всем привет, вы на канале Польза.нет. Скорее всего, это Poco F7 будущий, но не факт, это Redmi K80, и сейчас, разумеется, мы идем его топить. Так, ну если говорить про мою историю, то у меня Redmi еще ни разу не топились за 7 лет. Айфоны блочились, Samsung топились, вообще все топилось, ZTE топилось, айкушки топились, а этот... как-то мне внушает доверие, хотя, опять же, мы помним историю, когда у кого-то блокнулся экран от утопления в сети, и про него все стали рассказывать. При том, что у тех же самсов от утопления, когда что-то было, никто не форсил эту тему. Вроде пока живет, смотрим. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о, скорее всего, будущем Poco F7. Вполне возможно, Redmi K80 будет скоро у нас в глобалочке. Но не факт. Разумеется, по ходу пьесы сравним мы с Pixel 8a. Почему? Потому что это забытый герой. Про пиксели всегда говорили, что они там супер снимают. Вот и проверим, насколько они супер снимают. Но не забываем, что Pixel все-таки это компакт. И несмотря на то, что ценник плюс-минус одинаковый, насколько один лучше другого вы увидите в ролике. Если говорить про этот смартфон, разумеется, IP68 это очень круто, металлическая рамка, прямые грани, 120 Гц экрана, не такой большой шим, довольно яркий экран, 2 миллиона баллов в Antutu на его Snapdragon 8 Gen 3, притом полноценном, и за эти деньги это прям супер. Помимо этого, обратите внимание, как высоко у нас находится сканер отпечатков пальцев. Я, как говорил в ролике, что он не всегда идеально срабатывает, но все равно круто, что, как говорится, он есть. Если говорить про в целом впечатление от устройства, снимает он классно, Redmi снимают уже супер. И на секундочку, там 526 ppi плотность пикселей. То есть это уже прям в каких-то моментах очень-очень даже флагманское устройство. За 45 минут заряжается, ведет себя в играх очень даже неплохо, но стоит ли на него смотреть, вы узнаете, разумеется, в ролике. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Смотрим. Распаковка. Данный смартфон поставляется в коробке из плотного картона. На ней есть краткая информация и название модели. Упаковка оформлена в бело-сером цвете, как и у Pro-версии. В комплекте мы имеем чехол, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, адаптер питания на 90 Вт с китайской вилкой и кабель для зарядки с USB-A на USB-C. Слот под 2 сим-карты, карту памяти, разумеется, запихать сюда нельзя. Габариты смартфона 160 на 75 на 8,4 мм. Я вам скажу, что ощущается он довольно компактным. И 11,2 мм у него толщина вместе с блоком камер. Не такой он и толстый, а вес 206 граммов. Вес уже приличный. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, подписаться на телеграм-канал скидок и оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов. И либо в комментарии, либо в описании канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же непосредственно к смартфону. Будет ли он Poco F7 или нет. В продаже есть 4 расцветки данной модели. Дизайн смартфона такой же, как у Pro версии, и от прошлой 70-й линейки дизайн заметно отличается. Кому-то очень сильно нравится, кому-то нет. Рамки из алюминиевого сплава, тыльные части стекла, сборка модели хорошая, ко всему смартфон имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP68. В начале ролика вы видели, как смартфон справляется с погружением в воду и одновременной видеосъемкой. Напоминаю, что все это дело я делаю после всех тестов, стримов и всего остального. Потом я его топлю, потому что он может погибнуть. В руке лежит удобно, K80 грани прямые, но тыльная часть имеет слегка закругленные края. На корпусе расположена кнопка питания, качель регулировки громкости и капорт, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, к сожалению, микрофона и стереодинамики, а вот мини-джека нету. Качество звука не топовое, перекос по громкости есть, но в целом не все так плохо. Самое главное, эквалайзер есть. Удобно, что можно персонализировать звучание для разных сценариев и не только. Вибромотор тактильно приятный, настраиваемый, и вроде даже силы почти его хватает, но может быть, ладно, чуть-чуть ее не хватает, потому что смарт реально тяжелый, был бы на 10 грамм меньше, мне кажется, ощущалось бы получше все это дело. Хотя, в принципе, уже очень неплохо. Смартфон оснащен OLED-дисплеем с отличным разрешением 3200 на 1440 пикселей, экран плоский, грани минимальные и симметричные, плотность пикселей 526 ppi, это просто уже за флагманской. По моим замерам, на 100% яркости экран
экран выдает иногда 900, иногда 1100 люксов. В пике выдает 1500 люксов, чего более чем достаточно. Частота обновления экрана максимум 120 Гц. Напоминаю, в каких-то там рогах, допустим, 9, есть 185 Гц. Хотя утрированно оно там в 3 играх китайских работает. В большинстве айкушных аппаратов 144 Гц, которые вы тоже мало где увидите. Здесь у нас 120, и, в принципе, будем считать, что они честные. Хотя, опять же, тот же PUBG, у них недооптимизированы, 120 Гц вы не увидите. Сенсорный отклик в играх хороший, как и в повседневном использовании. Мультитач на борту, экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Но бомбическим, опять же, сенсорный отклик не назвать, потому что, чтобы понять, что такое бомбический сенсорный отклик, не в системе работает все классно, а именно в играх необходимо хотя бы какой-нибудь рог, там, начиная с 7 серии, потестировать, чтобы вы поняли, о чем я говорю, в том же PUBG. Регулировка шима 2560 Гц, показатели шима вы видите на экране, выше 40%, в принципе, шим не поднимался. Полноценный АОТ в наличии, за что плюс. Наконец-то он не обрезан, может быть, в ПОКО-версии тоже будет. Далее, разблокировать экран можно при помощи оптического сканера отпечатков пальцев, расположенного в экране. Он довольно высоко находится, работает очень быстро, я бы даже сказал молниеносно, и хотя завести можно одни и те же 5 пальцев, как только вы привыкнете, где он находится, он 9 раз из 10 будет у вас отрабатывать. Распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки тоже разблокировать можно. Завести можно 2 лица. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, притом не 8S Gen 3 обрезанный, а полноценный 8 Gen 3. Считайте предпоследний флагманский. Техпроцесс 4 нанометра, 8 ядер, максимальная частота 3,3 ГГц. Графический процессор Adreno 750, оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 и 16 ГБ. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Операционная система HyperOS версии 2.0 на базе Android 15 версии. Русского языка на борту нет, но Google сервисы встают без труда. Опять же, можно с Edit менять язык, но я сейчас это делать не стал, потому что он все равно меняет не все. Имеется поддержка Wi-Fi 7 версии, 5G сетей, 4G сетей ниже. Поддержки eSIM, разумеется, нет, так как это китайская версия смартфона, у них нет eSIM и нет 20-го бенда для 4G. С другой стороны, мы смотрим на Neo 7 какой-нибудь там от Realme и понимаем, что без 7-го бенда плохо, 20-й это мелочи жизни. Он не особо сильно влияет. Датчик приближения работает великолепно, запись разговора в стоке без уведомления собеседника, разумеется, есть, так как это китайская версия смарта, Bluetooth версии 5.4, список аудиокодеков вы видите на экране, в целом все стандартно. NFC-модуль в наличии, MirPay встает без проблем. GPS-тест показывает точность до 3 метров, что стандартно для Qualcomm. Емкость аккумулятора 6500 мАч, притом в PC-марке он выдал бодрейшие 10 часов 41 минуту. И в принципе это дело подтверждается в играх, потому что в PUBG он поедал у нас всего 18% заряда, в Genshin Impact примерно 21%. Но там была чуть другая история. Сейчас я вам кратко расскажу итоги. 90-ваттная зарядка, беспроводной зарядки нет. Заряжается он за где-то примерно 50 минут первый раз заряжался у меня, потом 44-45 минут заряжался от 0 до сотки. По поводу автономности в играх. Допустим, Genshin Impact показывал у нас в игре а-ля 500 с лишним люксов, хотя по факту было ощущение, что было 360. И в этом и химия. Ты когда выходишь из игры, заходишь в настройки, ты видишь яркость другую. Он сразу повышает яркость, и потом нужно ждать секунд 10, и он понижает ее реально до 3,5 люксов, потому что он уже перегрет. А так, как только ты выходишь из игры, он воспревает духом, потом вспоминает, что он очень сильно устал. То есть, в принципе, яркость сбрасывает довольно прилично. Пусть даже он не особо дико греется, 41 градус — это не космос. Можете посмотреть стрим в записи. Но идеальным пока этот смартфон в плане игровых возможностей я не назову. Тем более здесь нет ни триггеров, ни обходной зарядки, как у того же Neo 10 от айкушки. И да, это их суперсила. Сделайте обходную зарядку для игроков и триггеры, и они будут, не знаю, брать что угодно. Главное, чтобы мощности хватало. Кулер вешай и радуйся. При просмотре видео на YouTube за час уходит примерно 4% заряда. Перейдем к тестам. В тротлинг-тесте смартфон выдал 406 гипсов максимум, 394 гипса в среднем и 326 гипсов минимум. Сколько он выбил в Geekbench, в Antutu и всем остальном вы видите на экране. В Storage-тесте в Antutu показал не особо хорошие результаты. И отмечу, что в Antutu он стабильно 3 раза выдал нам 2 миллиона попугаев. Но яркость он сбрасывал очень прилично. По камерам. Основной сенсор на 50 мегапикселей с апертурой 1.6, оптостабом и разрешением максимальным для видеосъемки 8К 24 FPS. 4К 60 FPS, разумеется, в наличии, 4К 120 FPS отсутствует. Далее сверхширик, который позорный на 8 мегапикселей стандартный, и фронталка на 20 мегапикселей, у которой, ура-ура, есть 1080p 60 FPS, а не 30 FPS. Короткие примеры, как и сравнение, вы сейчас увидите. Что? Немного сравнений. Фейерверков.
оттуда опасненько взлетает. Оттуда хорошо. Подцеп. Вот и на Калане. X2, X2, X5, X6, X1. Вот такая дымка. Ну что, 4К 60 FPS, две основы. И вот до какой степени хуже может отрабатывать пиксель, хваленый с его камерой. Хотя, опять же, может, вы видите картинку лучше, чем я сейчас вижу. Но вот сейчас шумов чуть-чуть меньше. Тоже обновленное устройство по максимуму. Но в то же время ультраширик у пикселя 1080p 60 fps, пусть даже с шумами. А у нового Redmi 1080p 30 fps. И это, конечно же, печально. И вот они, 4К, 1080p 30 fps и 1080p 60 fps. Съемка с двух рук, два ультраширика. Вот так вы сможете снимать. Хорошо или плохо, ну, решать вам. Давайте в движении попробуем. Чуть-чуть. Ультраширик. Sorry. И вот так в движении вы сможете снимать на ультраширике. Вот так основа. Только 1080p 30 fps и 1080p 60 fps. И вот так фронталка. Пиксель против против Redmi. Кстати, самое интересное, обычно Redmi, говорю, смотрите, контраст, там все перекрашено, все украшено. Ну а если посмотреть сейчас тот же пиксель, который снимает в 4К сейчас, ну вот это уже украшено, перекрашено и просто жесть. Хотя, опять же, картинка, многие скажут, точная, классная. И как будто с фильтром уже прямо сейчас можно выкладывать куда-то и рассказывать про какие-нибудь типичные темы, про успешный успех, матрицу судьбы. Ну, вы поняли, в общем. Но нет, мы этого делать не будем. Так, 4К 60 FPS, съемка с двух рук. Конь. Еще раз конь. И алтарь. Вот так вы сможете снимать. Насколько эффектно и эффективно. Сейчас увидите. И по работе со светом и по всему остальному тоже. Допустим, вот так. И Mac. Немного фронталки. Тот же конь. Ничего, что тебе пиксель тормозит, да? Ну что, 1080p 60 fps, как в старом кино, да? Это фронталка Redmi K80. И нет, микрофоны его родные работают, а не то, что у меня в ушах. Вот так примерно сможет вас слышать собеседник и видеть. Ну, не сказал бы, что прям все печально. Но главное, роллинг шаттера нет. Хотелось бы чего-то получше, хотя с другой стороны здесь освещение не блещет. Мне кажется, и флагманы так бы снимали бы. 4К 60 FPS, вот так народ ждет салюта. Сейчас увидите в 30, наверное, FPS. X5, X6 максимум. Вот они, ночные X6. И вот разница в 4К 30 FPS. 4К 60 FPS, основа и еда. Натуральная. Эту я делать есть не буду. А вот это уже еда. Так что если вы занимаетесь фудблогингом и, допустим, вы захотите что-то там супер медленно снимать, К80 или то, что будет в перспективе, Poco F6 или еще что-то, что вряд ли это будет X6, но, в общем, вот так сможет снимать. Хотя очень похоже на Civi 4 Pro. И то же самое в ультраширике.
Так, как говорится, примеров мало не бывает. И вот сейчас я, допустим, снимаю на ультраширик. Вот. Но обратите внимание, как если я буду переходить на основу, как поменяется освещение, хотя разрешение одно и то же. Ну и качество, разумеется. То есть ультраширики, они упорно ставят у нас печально. Опять же, это может быть со временем. Стоимость смартфонов в долларах не изменится. X2, X4. Но ультраширики будут ставить приличные во всех моделях. Ну это и переход. Просто. Видите как? Резко. Что есть. Так, а вот тут интересно, 4К 30 FPS. По идее, легче должно быть ему при съемке. Но не особо легче. Хотя и легче. Ну и сравним фотографии, начнем с фронталок. Вот это у нас пиксель, это у меня Redmi K80. И здесь говорить не о чем, почему? Потому что динамический диапазон у K80 никакой, и он проигрывает пикселю. Да, однозначно по цвету лица, наверное, ближе все-таки Xiaomi, но вот эту вот фотографию ты никуда не вставишь, только если себя будешь вырезать, потому что вот этот полубледный конь, в этом и смысл фотографии, фотографироваться рядом с чем-то. Если говорить о фотографии, допустим, ночной основного модуля, вот они основные модули, рядом как раз две фотки, я вам скажу, что здесь в каком-то смысле паритет, то есть сказать, что какой-то смартфон плохо справился, я не могу, и меня устраивает и та, и другая фотография, даже пиксель, видите, в каких-то моментах хуже справился с светом. В этом смысле Redmi молодцы, подтянулись конкретно. То есть здесь у нас даже лампу видно, кусок у Redmi, у пикселя сплошное пятно. И ночная фотография, разумеется, основной модуль 24 мм, основной модуль эквивалент 25 мм. K80 справился чуть-чуть хуже, хотя время одно и то же, и это был рассвет. Информации у K80 у сенсора меньше, пусть и не намного. Хотя здесь все, как говорится, зависит от вашего желания, и по мне Xiaomi конкретно порисовал. Вот прям и сочности добавил, и контрастности, и всего. Насколько лучше эта фотография? Вот по мне вот это лучше, но здесь на вкус и цвет. То есть по мне сравнивать даже эти смартфоны смысла нету, какие больше алгоритмы нравятся, такие стоит выбирать. Минусы: нет 20-го бенда, нет русского языка в стоке и старый Type-C-шник в принципе, потому что за эти деньги требовать беспроводную зарядку такое себе, а вот обходную зарядку, это я считаю уже минусом, так как ее здесь нет, а у конкурентов в те же деньги и ниже, у тех же Realme или iQOO, они имеются. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, этим вы очень сильно поможете замедляющемуся проекту YouTube. Надеюсь, что чем-то я вам помогаю. Помогаю, напишите что-нибудь. Можно даже не ободряющее. Огромное вам заранее спасибо. Ну и резюмировать я бы хотел, как всегда, долго и иногда мучительно. Если вам интересно, чтобы я вам продолжал обозревать китайские такие штуки, которые в перспективе будут в глобалке, обязательно пишите какой-нибудь комментарий. Это поможет проекту, я увижу, что это вам надо. То есть вместо того, чтобы сейчас делать какие-то глобалочки, я пилю обзоры на вот такие штуки. Покупаю их, понятно, что с очень большими проблемами продаю, и потом вы видите эту штуку в обзоре одним кадром, это на Польза Лайф, где я буду вот так ходить, про него рассказывать где-нибудь через дня-два, в канале для стримов, где мы его жарим, и здесь. Что я могу сказать про это устройство? Стоит ли его брать? Однозначно нет. Почему? Потому что здесь нет русского языка, потому что нет 20-го бенда, но это мелочи, и потому что разблокировка загрузчика у Xiaomi это не так просто, как раньше, хотя и возможно. То есть потом вы, может быть, его перешьете, но все равно. Если это прям супер выгодно, и вы понимаете, что вы с этим железом будете делать, и вас не напрягает, допустим, английский язык, и в перспективе вы знаете, как его перешить, не платя никому за разблокировку загрузчика или для вас это не особо важно, очень крутой девайс. То есть да, Total он там сбрасывает яркость в играх, Total он заряжается не за 30 минут, а там за 45, ну неплохо, но у него просто бешеная автономность, нереально крутой экран, несмотря на относительный шим, и в целом перспективу устройства вау, потому что и защита от влаги, и металлическая рамка, и ощущения вот физические, даже, ладно, звук чуть-чуть не дотягивает, вибро чуть-чуть не дотягивает, вот все чуть-чуть не дотягивает, но это прям... Ты держишь, вроде это просто К-версия, просто К80, а это прям как флагман.
Вот и все. Хотя, в принципе, К всегда такие, мы просто периодически забываем. Там выходит К40, К50, К60, К70. Ты каждый раз забываешь, что технически для представителей Китая, которые в Китае это дело покупают, так оно и есть. По допилу. Много чего не допилили. В том же PUBG видно, что эти 120 FPS нету. Это очень странно. В обычном, особенно на Snapdragon 8 Gen 3, не понимаю, почему медленный тапсишник. Также не понимаю, почему не супер волшебно работает тач. Но в целом, зато не захламлено вот этими лишними там супер ИИ, еще чем-то. Да, напоминаю, что всю китайщину здесь вы сможете выпилить очень с большой проблемой. eSIM, напоминаю, здесь нет. Девайс однозначно стоит своих денег для тех, кто понимает, что приобретает. Для всех остальных ждем Poco серию. Вполне возможно, она будет по ценнику немного выше. Так что девайсу для покупки от меня однозначно нет. Для любителей и ожидателей К-серии, понимающих, что это такое, 100% да. Потому что за такие деньги такое железо с таким ПО, это вау. Пока не забыл. Несмотря на это, есть на рынке в те же деньги очень много устройств, более достойных в других моментах. Допустим, Neo 7 от Realme или iQOO Neo 10. Но у них нет, у некоторых 7-го бенда. А здесь нет 20-го. 7-й бенд, напоминаю, очень важен. Так что, да, я не забыл про альтернативы. В эти деньги можно много чего приобрести. И даже в глобале. Это я вспомнил китайские смартфоны. В глобале какой-нибудь там Xiaomi 14T, может быть, там чуть-чуть придется докинуть. Точно будет не худшим выбором. Или тот же Honor 200 в районе 30-ки. И еще много-много всего. Вот теперь точно, девайсу от любителей однозначно да, от всех остальных однозначно нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.